Сегодня воскресенье, но, вы знаете, не такой солнечный день, как бы нам хотелось, поэтому мы с Кольным решили никуда не ездить, ни на какую прогулку, как мы обычно это делаем на выходные, а решили поехать в аутлет, который находится рядышком, в нашем же графстве, в графстве Чешир. Называется он Cheshire Oaks, так и называется там. Я люблю туда ездить, я люблю шопинг. Даже если я ничего не покупаю, мне просто даже достаточно того, что я смотрю на витрины, какие-то разглядываю новинки, вдохновляюсь какими-то идеями, смотрю цветовые сочетания. Ну, в общем, мне все это нравится. Наверное, как и каждой женщине. Хотя я знаю двух моих подруг детства, которые не любят шопинг. Если вы одна из тех девушек, которые не любят шопинг, пожалуйста, пишите мне тоже в комментариях. Всем привет! Меня зовут Елена Прохладная, и вы на канале «Англия моими глазами». Пользуюсь микрофончиком и забыла, знаете, селфи-палку забыла, по-моему, в России. Думаю, что мне нужно ее купить, потому что, конечно, вот такие видео из автомобиля, они не очень удобны, потому что я вот сейчас сижу и держу одной рукой камеру телефона. Так вот, пока мы едем, ехать мы, наверное, примерно будем минут 40. Я хочу, ну, конечно, не все 40 минут, я хочу с вами немножко поговорить на тему дружбы, наверное, да, тему дружбы, подруги, кто такие подруги, есть ли такие закадычные подруги, и вообще, возможно ли завести подругу уже в таком зрелом возрасте, ну, вот, допустим, как 55+. Хочу сказать, что вчера я была приглашена как раз вот к одной из своих подруг русскоязычных, на девичник. Там собрались девушки, не мои подруги, а подруги моей подруги. Но я их уже видела ранее, была с ними знакома, поэтому я всех их знаю. И нас было 6 человек, и у нас такой, знаете, собрался такой хороший, теплый круг, где мы обменивались, различными новостями, болтали о том, о сём. И, знаете, я хочу сказать, что вот эти все девушки, они моложе меня, наверное, лет на 10 точно. Там 10, кое-кто на 8, кое-кто на 12 даже лет меня моложе. Вот такой диапазон. Почему-то у меня, знаете, складываются отношения больше с девушками моего возраста или моложе, чем с теми девушками, которые старше меня. Я не знаю почему, может быть, потому что в том месте, где я живу, как раз вот и находятся живут те девушки, которые по возрасту моложе меня. Неважно. Мне часто задают вопрос, как так случилось, что я нашла подруг, или даже там хороших знакомых здесь, в Англии. Как так получилось? И вообще, тяжело ли найти подруг здесь? Вы знаете, давайте сначала, наверное, я скажу, что подруга, вот как таковая подруга, да, то понятие, которое я вкладываю в слово «подруга», у меня, наверное, вот эти подруги только две. Это моя дочь и моя мама. То есть это те две мои самые близкие женщины, которым я могу полностью довериться. Let's say hi. Hello. Hello. Oh, it's Colin. Колин почему-то взял и нагрел руль. Посмотреть, как он нагревается в автомобиле. Так вот, продолжаю. То есть у меня, получается, по жизни, по молодости было очень много подруг, такие хорошие подруги достаточно, с которыми можно было весело провести время. И есть такие подруги, с которыми я училась в школе, в институте, и до сих пор я с ними поддерживаю отношения. И я знаю, что любой из них, их осталось бы, если так не очень много, 2-3, любой из них я позвоню, напишу сообщение, и любая из них откликнется в любое время, дня и ночи, скажем так. Но как-то с течением времени те подруги, которые у меня были, тоже я считала подругами, они как-то поисчезали. И оказалось, что самые такие люди, самые близкие мне люди, это вот как раз моя мама и моя дочка, которым я могу просто доверить все, свой любой секрет и обсудить с ними любую ситуацию, которая в любое время вообще тоже придут мне на помощь. И это очень-очень важно, очень ценно. Вы знаете, что у нас очень хорошие отношения в семье, между девочками, между мальчиками. И хорошие отношения у меня и с родителями, то есть с мамой моей, и хорошие отношения с детьми. Я это очень ценю. И я знаю, что мои дети тоже это очень ценят. Тем более я приезжаю, мы видимся не так уж часто, как хотелось бы. И, наверное, может быть, и поэтому играет роль то, что в принципе, мы такие близкие, становимся еще ближе, потому что каждая встреча у нас на вес золота. Так вот, говоря об английских подругах, да, я здесь познакомилась с одной девушкой,
Ее зовут Олеся, и я с ней как-то очень, знаете, так быстро сблизилась, потому что человек, ну, скажем так, мой человек. Во-первых, она водной стихии, она скорпион, и уже близка, уже даже близка мне по стихии, по духу, получается. Ну, выяснилось, что у нас общие ценности, мы любим весело посмеяться, любим порассуждать. Вот. И, то есть такая хорошая у нас дружба с ней образовалась. Так вот, когда я приехала сюда, конечно, у меня здесь был дефицит общения. И что я сделала? Я стала набирать в Фейсбуке, в страницах, открывала страницу и писала любое женское имя. Но открывала страницу я какого-то города. Допустим, я писала Елена, город Санбач, или там Татьяна, город Санбач. И вот те девушки, которые там были зарегистрированы на Фейсбуке, русскоязычные, я им писала и просила о встрече. Вот так, собственно, я и познакомилась с Таней, которая живет в городе Крю, с Леной, у которой свой бизнес, которая живет тоже в Санбач, и я уже делала видео на эту тему, когда я приходила к ней в гости, в дом ее красивый. И, кстати, кабинет на дому. Она бьюти такой терапевт, делает различные массажи, массаж лица, маски, ну и так далее. Вот. Вот так началось мое знакомство с русскоязычными девушками. Каждая из них уникальна, универсальна, у каждой за плечами своя такая, знаете, история. И поскольку они здесь уже давно, они здесь вышли замуж, родили детей, то есть, знаете, так пустили прям корни. Поэтому их, конечно, не тянет на свою родину, вот, допустим, как меня. Ну, а самая моя такая, знаете, любимая подружка, которая со мной и днем, и ночью разделяет со мной все мои радости, все мои какие-то волнения, тряски и так далее. Это вот тот человек, который сейчас сидит рядом со мной, ведет машину. Это мой муж, мой друг, моя подружка, моя подушка, которого я очень люблю и безмерно уважаю. Смотрите, приехали буквально сколько там, я не знаю, 20 миль, наверное, мы проехали. И вот, пожалуйста, совсем другая погодка. И аутлет, конечно, полон. В воскресенье. Народу очень много. Ну, пойдем побродим. Считается одним из крупнейших аутлетов Великобритании, и в нем представлено где-то, наверное, около 145 бутиков или магазинов. А мы сейчас в магазине, который называется Dune London. Британский бренд, достаточно известный, очень много, более, наверное, 300 магазинов по всему миру. И такая у них, знаете, философия доступная роскошь, потому что качественные, хорошие материалы и образцы тоже красивые. Ну, в общем, мне нравится. У меня были несколько моделей Dune, сумок, и также у меня есть еще и обувь от них. Показала вам тоже сумки, хотела, потому что что-нибудь такое интересненькое посмотреть, присмотреть себе, но ничего не нашла. Вообще мне хочется что-нибудь такое летнее, либо такая холщовая какая-нибудь сумка большая, либо плетенки, вот есть такие сумочки. Ну, в общем, мы уже идем дальше, потому что здесь очень много бутиков, где-то, наверное, около 145 или 150, и еще открываются новые. Есть и люксовые бренды, есть также еще и такой средний ценовой сегмент, есть масс-маркет, то есть вообще просто на любой вкус, на любой кошелек можно найти. И тем более сейчас идут очень хорошие распродажи, до 60%. Вот еще один британский бренд Mint Velvet. Он основан в 2009 году 3 подругами. Я, кстати, мороженое, кроме нашего крем-брюле, не очень люблю, но в жару иногда можно. Все, мы уже в другом магазине, очень большой магазин от американского дизайнера Ральфа Лорена, и здесь очень тоже много вещей и на распродаже. Но даже и на распродаже обычная футболка может стоить 60 фунтов. Ну, это где-то, наверное, 7 тысяч рублей. Вот те сумки, которые я хотела, о которых я говорила, но одна из них маленькая, а вторая без замка. Видите? Ну и как-то не очень мне хочется без замка. Вот, тоже симпатичненькая, но тоже малышка. Ну вот, показываю вам сумку, которую я, в принципе, и нашла. Это вот Пола с Мишкой Паддингтоном в его таком нарядном фирменном костюмчике. Она, видите, вот с замком.
А вот и известный британский люксовый бренд, который называется Mulberry, и переводится он как «тутовник» или «шелковица». И знаете, что интересно, что вот основатель этой компании дал своей компании такое имя «тутовник» или «шелковица», потому что он был как раз и вдохновлен этими деревьями. Сумки очень качественные и достаточно приличная у них цена. Вот, например, вот эта сумка стоит 445 фунтов, ну, примерно 50 тысяч рублей. У меня есть одна сумка от этого бренда, от бренда Mulberry, и это самая первая сумка, которую мне купил Колин. Мы тогда еще не были женаты. Это был второй или третий день нашего знакомства. Он предложил мне поехать на шопинг, и вот там как раз и купил мне сумку, которую я выбрала. Она тогда стоила 850 фунтов. Одно время я ее, конечно, носила, но сейчас она у меня висит дома. И вообще покажу свои покупки, которые мы сделали вот в этом аутлете. Итак, третья часть моего видео – это покупки, которые мы сделали в аутлете. И вот хочу показать вам мои новые брюки. Давно мечтала, ну не мечтала, конечно, давно хотела купить брюки с защипами, чтобы они были широкие. И вот именно как раз такого цвета, нейтрального. Это английский бренд Mint Velvet. Еще одна покупка – это вот та самая холщовая сумка, которую вы уже видели, которую я уже показывала, заприметила ее в магазине. Ну, и она мне понравилась, потому что она, во-первых, на замке, во-вторых, она большая, такой, знаете, большой такой шопер, то есть можно не брать с собой рюкзачок, который я привыкла, в общем-то, носить за спиной, а вот такую тоже огромную большую сумку-шопер, и, в принципе, можно с ней куда-нибудь в поездке. Показываю, что еще я купила вчера в аутлете. Это вот такой набор от Estée Lauder. Очищай, увлажняй и сияй. Это очищение, затем увлажнение это лосьон и крем-маска. Наверное, крем-маска это больше такой ночной уход. Цена 60 фунтов, но они сделали скидку 25%. Вот открыла, сейчас буду доставать. Ну, это вот начну с правого конца. Потому что, так, это вот как раз питательный такой, видите, крем-маска. Мне нравится оформление. Написано, что на 5 минут нанести и потом смыть, ну, либо убрать каким-то бумажным полотенцем. Следующий продукт это вот лосьон. Тоже весь такой запакованный. И приличный такой размерчик, видите. И это вот у нас пенка очищающая. То есть мне понравилось вот это все и оформление. Ну, там, конечно, были тестеры, я все протестировала. Так что вот мой наборчик новый.